Всем привет! Победил я наконец-то эту пилу, достроил. Не быстро это все получилось. Вот. Ну, станочек готов, можно эксплуатировать полным ходом. Сейчас постараюсь коротко вам рассказать основные особенности станка, показать, что к чему. Вот. Ну и в конце видео подсчитаю, расскажу, что мне это вышло по деньгам. Я думаю, это интереснее всего будет, правда? Ну что ж, станок в основном делал из профильной трубы. То есть основная рама вот эта несущая, ну по сути верстак на колесах. Вот. Делал в основном из трубы 60×40. Там, где элементы такие нагруженные более, то делал из толстостенной. То есть взял я стенку 4, то что попалось мне на металлобазе, что было. Вот. А где там ножки, допустим, перемычки какие-то, там делал из стенки 2 мм. То есть труба в основном 60×40 и разная стенка. Точно так же и вот эта подвижная часть. Я ее маятником называю, может не совсем правильно, но как уже есть. Здесь получается вот эта основная труба идет цельная. Она 60×60, то есть квадратное сечение. Тоже стенка толстая, 4 мм. И вот эти трубы идут, вот это, перемычка, вот это тоже 60×60. Вот это нижняя, там все идет 60×40. И в зависимости от того, где она, ну, я думаю, вы логично все понимаете. Если, допустим, вот это идет труба, то на ней нагрузка большая, соответственно, сюда я ставил с толстой стенкой. Если там какие-то менее ответственные, как здесь трубы, вот здесь, то там уже ставил стенку 2 мм. То есть вся конструкция сварная в основном. Всю сварку, кстати, я контролировал вот этим знаменитым угломером, который я уже почти в каждом видео использую. Насколько примитивная вещь, но выручает капитально. И хочу я вам сказать, точность, ну, вполне себе достойная. То есть беру, грубо говоря, выкладываю, допустим, в одну плоскость всю вот эту конструкцию сварную, прихватываю ее, контролирую один уровень по вот этому угломеру или уровню, как его лучше назвать. И ну, точность более чем меня устраивает. Лучше, чем по обычному жидкостному уровню это все делать. Вот, то есть вся конструкция сварная. Маятник вот этот двигается у меня на двух опорах скольжения. Ну и сразу предчувствуя вопрос, почему именно на втулках сделал. Хочу вам сказать, ну я думаю, кто в курсе, тот понимает, что опора скольжения переносит намного большую нагрузку, чем опора качения. Это прописная истина. Ну а тут, соответственно, нагрузка большая идет, и как таковых больших оборотов нету. Соответственно, ну так, вполне логичное конструкторское решение, как по мне. Вот, вращается это все на двух опорах, длина там 50, диаметр под опорой, по-моему, 32 или 30, ну именно самой трущейся части по втулке. Вот, их я, где-то есть даже видео, как я делал вот эти корпуса. Добавлю, как обычно, здесь или здесь. Вот, вращается на втулках, дальше по порядку. Тут стоит мотор у меня, который может двигаться, естественно, для натяжки ремня. Мотор 1500 оборотов на 1,1 киловатт. Вот, двигатель покупал бэушный, в порядок привел, подшипники поменял и гуд, работает. Потом идет редуктор понижающий, редуктор, советский редуктор, не знаю, что он по нагрузке может переваривать, но по оборотам у него 12,5 к 1, то есть понижающий. Ну, обычный червячный редуктор. Вот, на редукторе, получается, на валу редуктора стоит маховик, ну как, пила стоит на двух маховиках. Я буду так вставлять, показывать, как это все выглядит, а рассказывать уже буду здесь, как есть. Маховики диаметром 280 мм. Маховики брал, ну это уже из того, что было у меня на хозяйстве. Маховики от двигателя москвичевского 408. Ну, если специально их искать, то надо постараться их найти. Но у меня были. Вот, обточил винцы на них, подровнял, получается, плоскость, на которой, ну, цилиндрическую поверхность, на которой будет лежать пила, и пошли они в дело аж бегом. Я так посчитал, что вполне себе доступный и простой вариант для использования. Два маховика, один неподвижный, ну, ведущий
на редукторе, второй на вот этом подвижном блоке стоит. Скорость пилы получилась на этих маховиках с учетом скорости двигателя, понижения на... Тут идут двухступенчатые шкивы на двигателе на редукторе, то есть две передачи. По скорости получилось у меня 52 метра в минуту, кажется, как пила считается. Кажется, метр в минуту. Вот. Короче, 52 скорость, и на большой скорости под 90, 88, что-то такое. Вот. Но всегда у меня есть возможность поставить частотник и более плавно это все регулировать. Я так себе и прикидывал, сделал как бы более повышенную, более пониженную скорости, а остальное, если будет необходимость, буду уже плавно регулировать частотником. Опять же, если будет такая необходимость, я не сильно в этом уверен. То есть, ну, металл я пилю, пробовал на большой скорости, не совсем пищит пила, как бы, может, надо приловчиться, но меня устраивает маленькая вот эта скорость, там 52 метра в минуту, кажется, вот, ну, не в секунду уже, да, метры в минуту. Вот, по пиле. Вывороты, блочки вот эти я покажу, ничего тут особенного. Сразу пила выворачивается у меня на подшипниках, потом тут стоят чугунные губки, которые уже более точно поджимают. Здесь поставил еще такие щетки, получается, латунные, которые счищают основной объем стружки. Вот. Сейчас как бы видео снимаю, пока станок чистый. Я его недавно вот покрасил, привел в порядочек. И, ну, соответственно, наш вам показать. Вот. Пока чистый, сейчас как бы это все покажу, поснимаю, чтобы было понятно. Потому что вопросов по конструкции, думаю, будет немножко. Внизу стоит бачок с охлаждающей жидкостью, СОЖ. Подается, с краником регулируется. Получается, идет, постоянно идет подача с одной стороны на губки, с другой стороны, чтобы смазывалось это все. Ну и регулируемый такой носик уже для полива непосредственно в зону резания. Это как бы все. Здесь подвижный вот этот элемент. Тут получается, не знаю, может я сильно, конечно, заморочился с вот этим элементом всем. Не стал я использовать гидроцилиндр с системой УСП. Что-то как-то его, во-первых, надо было покупать, как минимум. И потом еще с ним там моменты по доработке, по форме. Хотя он компактный и удобный, казалось бы, но что-то как-то мне не захотелось. Поэтому сделал из того, что было, коротенький гидроцилиндр с амортизатора какого-то, или с мотоцикла, или неважно. Вот. Два упорчика, в одном из них получается манометр. Ну, то есть вся тяга вот этого подвижного блока, на котором маховик на двух опорах стоит, тянется через гидроцилиндр, соответственно, создается в нем давление и показывает, ну, это давление давит на манометр, показывает нам усилие, с которым мы тянем пилу. Тут не столько важно мне сам показатель, который он будет показывать, сколько важна повторяемость того усилия, с которым я натягиваю пилу. Вот. Воплотил вот так, не знаю, может вставлю вам какой-то разрез этого всего. Покажу детально в любом случае. Ну, то есть вот так это все в отпущенном сейчас состоянии. Тянем за вот этот элемент. Он тянет у нас, давит на шток. Шток создает давление в гидроцилиндре. Тот в свою очередь передает это давление на манометр. Ну и вот так натягиваю пилу. Вот. Ну а вот этот блок, как вы понимаете, двигается. На нем уже расположен маховик. Выше расположен уже кнопочный пост, на котором одна кнопка пуск, вторая стоп, основной, как бы, который все выключает. И также пуск-стоп на охлаждающую жидкость, то есть на помпу. Вот. Ну, как бы основное, я уже поставил пускатель на ту помпу, не стал морочиться с галетниками, с какими-то с На пускателях это все-таки проще. Красивую панель вот такую заделал, покрыл лаком, чтобы приятно было пользоваться, правда? Тут ручка для удобства. Ну, что-то мне показалось, что так будет сподручнее всего это все осуществлять. А здесь идет уже гидроупор, которым можно регулировать скорость поднятия, ну, опускания, поднятия вручную. Вот этот гидроупор я делал из пневмоцилиндра, тоже бэушного где-то на барахолке взял.
Сам регулятор, ну игольчатый вот этот клапан, я взял от резака ацетиленового. Валялся у меня ацетиленовый резак, у меня и кислородного-то нету, а ацетиленовый подавно не нужен. Отрезал от него крутилочку, ну то есть сам клапан. Поставил туда, впаял, отлично работает, меня устраивает. Тут два винтовых упора, один из которых служит для того, чтобы опирался сам вот этот маятник на него. То есть высоту опускания выставил, чтобы немножко не дорезала пила. Ну, как бы самый оптимальный вариант. Ну, а второй болтик уже подпирает концевой выключатель, который, когда пила опустилась вниз, сработал, пила выключилась. Ну, как бы логично и как везде это и делается. Тесочки. В плане экономической целесообразности не думаю, что их стоит повторять. Потому что я заморочился и сделал такие тиски, как мне хотелось. Вот. Функционал, ну, вполне себе достойный. Зажимают, держат. Нужные функции выполняют. Еще и красивые. Тут маленький электрошкаф, в котором просто два пускателя и автомат для включения пилы. Тиски вот эти, также помимо того, что они красивые, естественно, их можно поворачивать вокруг, получается, вот этого винта одного. Они поворачиваются на платформе. Так, здесь пришлось сделать пружину для того, чтобы облегчить нагрузку себе на спину. Ну, для, как бы, ну, противовес, по сути, поднятия вот этого маятника. Двигатель может перемещаться для натяжки приводного ремня основного. Полотно, которое сюда, под которое я как бы рассчитывал и которое, ну, впоследствии встало сюда, 2,5 метра, если быть точнее, 2,450, кажется, они идут в стандарте. Ну, скажем, 2,5 метра на 27 ширина и 0,9 толщина полотна. Диаметр, который потенциально может резать, я прикидывал, 220 сюда влазит уверенно. Если провести минимальные манипуляции, то есть немножко подвинуть сюда тиски, то влазит сюда 250 миллиметров. Для пилы именно вот такой конструкции это выше крыши. Для моих потребностей также. У меня была цель, ну, как бы 200 с запасом, чтобы я мог отрезать. Попробовал уже ей порезать. В прошлом видео, там где она еще некрасивая, немножко ржавая, то там я показывал, ну, там 100-ку я резал, 70-ку. Также вот эти губки надо было сделать из чугуна, уже на ней же и резал. Чугун вообще замечательно пилится, на сухую, без эмульсии. И, ну, просто прекрасно. Тиски, я же говорю, зажимают отлично. Вот только ключик я еще не сделал. Ну ничего, доделаем. Вот этот поддончик сделал из нержавейки по одной простой причине, что у меня такая была. Это поддончик от советской холодильной витрины. Немного укоротил его, и по ширине все подошло, как тут и было. Вот этот блок может, естественно, пододвигаться сюда, ближе, дальше. Ну, все как має бути. Да, также из особенностей у меня, не как у всех, поставил два обводных ролика здесь. Ну, вот этими болтами они крутятся с этой стороны. Сейчас вставлю кусочек, все будет видно, понятно. Ну, для того, чтобы просто не вот здесь у меня проходило полотно, а сместить его выше, соответственно, можно было всунуть туда детальку побольше. Ну и теперь давайте поговорим о финансовой части вопроса. Стоит ли вообще заморачиваться так для себя ее делать, потому что я сам задавался таким вопросом, может проще купить и не париться. Ну, сразу хочу сказать, что я принял решение ее таки самостоятельно делать, эту пилу, потому что, ну, как бы челлендж своего рода. Хотел я сделать, хотел спроектировать ее с нуля полностью и построить такую рабочую функциональную пилу своими силами, своими руками, тем более, что есть возможность в плане оборудования все это воплотить в жизнь. Вот. Делать такую с целью сэкономить на покупке новой, ну, не совсем это правильно. А почему? Сейчас давайте я вам расскажу. У меня тут шпаргалка есть. Что я на нее потратил? Расходы все на покупку материалов были, чтобы вы понимали, ну, больше года назад. То есть надо брать в расчет, что сейчас это все дороже. Вот. Ну и по порядку.
Все вот это железо, особенно тиски, вот это под ними плита под редуктором, под мотор, все вот эти железяки, то, что из листового металла, все заказывал на лазере. То есть изначально я ее себе прорисовал, плюс-минус компоновку, прорисовал все элементы из листового металла, ну, чтобы не делать это все, не вырезать болгарками, там, не мудохаться. Вот, все это на лазере мне обошлось в 6500 гривен, это вместе с доставкой, потому что брал в Белой Церкви, пока оно доехало до меня. Вот, 6500 гривен, пересчитаю в долларах, вставлю при монтаже. Считаем. Потом труба вся вот эта профильная обошлась в 4000 гривен. Я округлял там с дорогой со всеми накладными расходами. Вот, это у нас уже 10500. Потом мотор бэушный покупал, я уже сказал, 1400 он мне обошелся тоже с доставкой. Плюсуем это уже сколько? 11900. Правильно? 10500, да, 11900. Потом бачок вот этот СОЖ, я покупал его на шлифовку, мне он туда не подошел, короче, он мне остался в наследство. Вполне себе сюда подходящий, по объему что-то там 20 литров, с тихенькой помпой. Ну, откуда-то он с прибалтийского станка. То есть. Короче, купил я тот бачок за 3500 гривен. Вот, плюс. Это сколько там, 11900, плюс 3,5, 15400. Вот. И редуктор. Редуктор 1200 я за него отдал, тоже бэушный редуктор. Да, бэушный редуктор, который в конце концов потом оказалось, что кривой на нем червяк. Ну ничего, мы это победили. Итого 16600 гривен. Это только то, что я не забыл записать, и то, что я непосредственно покупал или платил, короче, за это деньги. Помимо этого всего, там какой-то манометр, какая-то вот этот цилиндрик от амортизатора, где-то какой-то там, тот же ремень у меня был. Ну, то есть вот такая мелочевка, я ее или забывал посчитать, или просто она где-то валялась под ногами. Там кнопки вот эти те же самые. Вот, то есть учитывайте, ну, грубо говоря, где-то он под 20-ку мне вышел только по материалам. Вот, это уже как бы не слабо так. На то время, я же говорю, не то, что сейчас по ценам. Вот, то есть, грубо говоря, 20-ка по материалу. По времени это заняло, ну, я его делал в свободное время, когда есть возможность, там что-то сварил, что-то собрал, там освободилась минутка, пофрезеровал какие-то детали, что-то проточил, то есть, ну, я же говорю, в свободное время как бы понемножку это все делалось. Заняло оно у меня там больше года, я даже боюсь считать. Если так встать целенаправленно его делать, ну, я не знаю, до месяца это, наверное, займет, если одному человеку. Вот, то есть, грубо говоря, вот 20 тысяч только на материалы, не считай, при том, что там мотор, редуктор, все бэушное, там пускатели бэушные у меня были, кнопки были, ну, вот так это все. Если покупать это все новое, и, короче, цена у него получится космос. Я же говорю, если вот так стоит вопрос, надо сейчас пила или там плюс-минус сейчас, и от этой пилы зависит тот объем работы, который вы сможете делать, то покупайте новую и не парьтесь. Себе я решил строить, потому что, ну, мне хотелось ее сделать. Я давно себе такое надумал, хотелось построить вот такой станочек. Я говорю, челлендж своего рода. Да, когда уже доделывал станок, принял решение все-таки поставить его на колеса. Ну, на колесах оно как-то удобнее. Подъехал он под канбалку, поднял что-то тяжелое, зажал, отрезал. Вот, мешает, элементарно укатил куда-то в угол. Станок, в принципе, не сильно тяжелый, можно его на колесах держать. Тем более вот эти два неповоротные колеса, под ними оставил ножки, то есть можно приподнять, поставить на твердую опору какую-то. Будет он стоять более жестко. Так что вот такой получился аппарат. Напишите там внизу, что вы считаете по поводу, стоит ли такой строить или не стоит. Мне как бы тоже интересно ваше мнение. Каждый мыслит все-таки по-своему. Ну а уже в плане того, как пила будет показывать себя в работе, буду вам рассказывать, если какие-то моменты будут вылазить. Расскажу, покажу, какие особенности уже эксплуатации. Так что как-то так. Спасибо всем за внимание. Всем пока.